Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике разбор компании из финансового сектора, отрасль международных платежных систем, компания Visa. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключение нам нужны акции по хорошей цене. Давайте переменим все эти параметры компании Visa и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте знакомимся с компанией. Почти все знают, что Visa это один из самых надежных и узнаваемых брендов во всем мире. Но мало кто знает, что на самом деле стоит за этим брендом. Visa это компания, занимающаяся платежными технологиями, которая облегчает торговлю по всему миру, независимо от того, делаете ли вы покупку, отправляете деньги другу или используете как часть своего бизнеса, переводя деньги в другую компанию. Visa была пионером в сфере электронных платежей более 60 лет назад, предполагая мир, в котором оплата чего-либо может быть переобразована в электроны или фотоны, которые перемещаются по земному шару со скоростью света. В течение 2020 года во всем мире, включая компанию Visa, было совершено 204 миллиарда платежей и транзакций с наличными, что составляет в среднем 559 миллионов транзакций в день. Из 204 миллиардов транзакций 141 миллиард были обработаны Visa, то есть порядка 70%. Каждая транзакция, совершенная в сети Visa, представляет собой пакет данных, который движется по огромной телекоммуникационной сети протяженностью более 16 миллионов километров. И в конечном итоге сеть состоит из волоконно-оптического кабеля интернет, беспроводного спутника и виртуального соединения, связывающие потребителей, предприятия, правительства и финансовые учреждения. Также Visa использует технологию искусственного интеллекта для анализа транзакций и определения уровня риска мошенничества. При совершении какой-либо транзакции Visa собирает необходимую информацию о платеже, проверяет ее, затем отправляет информацию в банк, который выпустил дебетовый или кредитный счет, где уже банк решает одобрить или отклонить транзакцию на основе оценки риска Visa и собственных данных о счете. И далее подтвержденный запрос обратно возвращается через Visa, после чего совершается транзакция. И такая процедура занимает менее чем 1 секунда. Что касается приобретений, в 2021 году Visa объявила сделку на покупку компании Tink за 1,8 миллиардов долларов. Visa инвестировала в европейскую открытую банковскую платформу, которая позволяет финансовым учреждениям, финтех-компаниям создавать индивидуальные инструменты управления финансами, продукты и услуги для европейских потребителей и предприятий. В настоящее время ожидается одобрение регулирующих органов. Также в июле Visa объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Currency Cloud за 700 миллионов фунтов, глобальной платформы, которая позволяет банкам и финтех-компаниям предоставлять инновационные валютные решения для международных платежей. По данной сделке также ожидается одобрение регулирующих органов. Касаемо программ обратного выкупа акций, у компании осталось практически 8 миллиардов долларов для выкупа акций, что является позитивной новостью. За 9 месяцев 2021 года Visa выкупила собственные акции по средней стоимости 213 долларов за акцию на сумму порядка 6 миллиардов долларов. Как видно, Visa активно инвестирует в компании и направляет существенную часть денежных средств, что в конечном итоге позитивно должно сказаться на выручке и прибыли компании. А теперь давайте посмотрим на динамику роста финансовых показателей. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд. Выручка 2011 года с 9 миллиардов долларов выросла до 21 миллиарда долларов в 2020 году, что составляет рост порядка 10% в год. Чистая прибыль также растет, в среднем практически на 13% в год. И за 2020 год
чистая прибыль составила практически 11 миллиардов долларов. Свободный денежный поток растет в среднем на 12% в год, количество акций, находящихся в свободном обращении, снижается в среднем практически на 3% в год. По данному слайду все в норме, вопросов не возникает. Чистая маржинальность находится на высоком уровне, порядка 50%. Хочется отметить, что у прямых конкурентов Visa, таких как MasterCard и PayPal, чистая маржинальность находится также на высоком уровне и составляет порядка 40 и 20% соответственно. Рентабельность активов равна 14%. Этот показатель характеризует прибыль, получаемую компанией с каждого доллара, потраченного на формирование активов, то есть насколько эффективно используются активы компании для генерации ее финансовых потоков, то есть прибыли и выручки. Рентабельность инвестиций составляет 22%, и она исторически растет. Этот показатель говорит нам об уровне доходности и отдаче инвестиций на вложенный капитал. Рентабельность собственного капитала составляет 36%, и этот показатель также исторически растет и находится на достаточно высоком значении. Этот показатель говорит нам о том, как в компании работают средства акционеров. Для сравнения, средний показатель ROE по рынку равен примерно 12%. Что касается дивидендной доходности, то компания на протяжении 12 лет подряд ежегодно увеличивает дивидендные выплаты. В настоящее время дивидендная доходность составляет менее 1%, но средний годовой рост дивидендных выплат за последние 5 лет составляет практически 18%. Это серьезное увеличение роста дивидендных выплат. Процент прибыли, которую компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 22%. И проблем у компании с выплатой дивидендов не возникает. По долговой нагрузке по итогам работы за 2020 год она составила 68% к собственному капиталу, и за последние 4 квартала компания погасила часть своей задолженности и держит ее в настоящее время на комфортном уровне, и проблем с выплатами долговых обязательств не возникает. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал за последние 5 лет растет. По данному направлению также все в порядке. Что касается инсайдерской информации, то сделок на покупку не зафиксировано, как у компании Visa, так и у ее прямых конкурентов, таких как MasterCard и PayPal. Есть только продажи акций, но на данную информацию обращать внимание не стоит. Корпоративная политика предполагает поощрение руководства акциями компаний, и они их продают в случае необходимости. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, а именно за последние 5 лет, то среднегодовая доходность составила практически 21%, что является выше средней доходности индекса S&P 500. Если же рассматривать сравнение доходности Visa и MasterCard, то в этом отношении среднегодовая доходность MasterCard выше доходности Visa и составляет 24% против 21% соответственно, с учетом реинвестирования дивидендов. А теперь давайте познакомимся с мнениями аналитиков. По мнению аналитиков, общий прогноз – строгая покупка. Прогноз основан на мнении 20 аналитиков, которые сделали свои прогнозы за последние 3 месяца. На будущий период, то есть 12 месяцев, средний консенсус-прогноз по стоимости акций ожидается на уровне $281 за акцию, что выше текущих отметок на 25%. Наивысшая оценка по стоимости акций равна $305, наименьшая – $250. 19 аналитиков склоняются к покупке данного актива, 1 за удержание и 0 за продажу. Касаемо прогнозов Visa на будущий период, то в этом отношении прогноз позитивный. Ожидается увеличение выручки и прибыли на 2022 и 2023 года на уровне от 15 до 20% в год. Прибыль на акцию будет расти чуть выше, что говорит нам о планах компании выкупать свои собственные акции в будущем периоде. При моделировании прогнозной стоимости акции я закладывал куда меньше темп роста прибыли, выручки и роста свободного денежного потока, но об этом вы узнаете чуть позднее. А теперь давайте сравним Visa с конкурентами по базовым показателям. В таблицу сравнения включены компании, занимающие наибольшую капитализацию в отрасли платежных систем, такие компании как MasterCard, PayPal, American Express Company и Capital One Financial Corporation. По мультипликатору P на E компания Visa торгуется выше среднего значения по отрасли. В настоящее время этот показатель равняется 50.
И этот показатель является выше ее среднего исторического значения порядка на 40%. Форвардное значение P на E равно 30, и этот параметр направлен в сторону уменьшения, то есть ожидается увеличение прибыли в будущем периоде, и при осуществлении планов компании по прибыли на будущий год при ее неизменной цене на уровне $225 компания по мультипликатору P на E будет находиться на уровне своих средних исторических значений. По показателю P на S находится выше отрасли и также выше своих средних значений. По параметру P на B находится в среднем диапазоне по отношению к конкурентам. По цене к свободному денежному потоку показатель выше допустимого параметра. В этом плане ее прямые конкуренты MasterCard и PayPal также не отличаются высоким уровнем свободного денежного потока. Отношение долга к собственному капиталу меньше единицы, вопросов не возникает. Дивидендная доходность низкая, но у ее конкурентов она также невысокая. Хочется отметить, что Visa существенно наращивает дивидендные выплаты порядка на 18% ежегодно. Рентабельность собственного капитала высокая. В конце хочется отметить, что по основным мультипликаторам в целом отрасль не дешевая, но нам важно оценить перспективы компании и посмотреть на потенциальную доходность инвестиций и определить для себя справедливую стоимость. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акций на последующие 10 лет методом дисконтированного денежного потока и на основе показателей стоимости компании EV и EBITDA. При расчете стоимости акций на основе метода дисконтированного денежного потока я получил стоимость к 2030 году в $344. Рост денежного потока я планирую начать с 15% и далее уменьшать его на 0,5% ежегодно. Рост свободного денежного потока 15% является ниже среднего исторического роста по компании, и я этот показатель уменьшал, применяя при этом консервативную стратегию. На основе стоимости компании и EBITDA я получил прогнозную стоимость $372. Количество акций, находящихся в свободном обращении, я уменьшал в среднем на 2% в год, что ниже среднего значения по компании, так как она выкупает в среднем порядка 3% в год собственных акций. Рост EBITDA я также уменьшал с каждым годом, так как компания будет тяжелее развиваться такими же темпами в будущем. И рост EBITDA я начал с 11%, и с каждым годом также уменьшал его на 0,5%. Взяв по 50% от каждого параметра, я получил стоимость акций к 2030 году порядка $358. Теперь, друзья, давайте определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимальный приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию на долгосрочную перспективу. То есть внутренняя норма доходности при цене акции в $225 на горизонте 10 лет будет составлять 9% в год. И этот показатель ниже среднегодовой доходности индекса S&P 500. Возвратный капитал при этом составит порядка 2 раз. Конечно, можно предположить, что эта доходность получилась с учетом консервативной стратегии. И если предположить, что компания будет развиваться в будущем периоде куда быстрыми темпами, то доходность уже будет выше. Но я для себя определяю несколько заниженные прогнозы для того, чтобы был запас прочности и уверенность, что компания при таких условиях сможет генерировать двухзначную доходность. Поэтому мы должны выбирать для себя компании, которые будут иметь доходность как минимум 10, а лучше 15% в год. И по компании Visa справедливую стоимость я бы определил на уровне $210-215 за акцию. А по таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акции. Чем выше будет стоимость акции, тем меньшую доходность мы получим на длительном горизонте инвестирования. И чем будет меньше стоимость акции, тем больше доходность мы получим. Как вы думаете, друзья, считаете ли вы покупку данной компании хорошей инвестицией или нет? Напишите в комментариях свой ответ, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Давайте теперь подведем промежуточный итог в части оценки базовых мультипликаторов. По первым 6 позициям я повторяться не буду, эта оценка уже была сделана мною ранее в разрезе с конкурентами. Акционерный капитал за последние 3 года растет, в среднем на 3% в год, маржинальность бизнеса высокая, она равна практически 50%. Прогноз на будущий период позитивный.
В 2022 и 2023 году ожидается увеличение выручки и прибыли в среднем на 15-20% в год. Аналитики ожидают рост стоимости акций от текущих отметок на 25% в ближайший год. По инсайдерской информации сделок не зафиксировано. И по обратному выкупу акций все в порядке. Компания активно выкупает свои акции из рынка в среднем на 3% в год. А теперь давайте, друзья, подведем итог всего вышесказанного. Оценим компанию по 5 ключевым показателям. Рост выручки, да, он есть. В среднем рост составляет 10% в год. Рост прибыли, да, она увеличивается. За последние 10 лет в среднем на 13%. Свободный денежный поток растет в среднем на 12% в год. Долг к собственному капиталу составляет меньше единицы. И справедливой стоимости акции нет. Я хотел бы видеть двухзначную норму доходности, а при текущей стоимости она равна 9%. И меня этот рост не устраивает. И я хотел бы видеть снижение стоимости до уровня $215 или ниже. Для примера, компания PayPal сейчас выглядит привлекательно, с двухзначной доходностью при текущей стоимости, но эта компания не выплачивает дивиденды. Поэтому, друзья, ни в коем случае не примите мой обзор в качестве рекомендации, проведите собственный анализ, какая стратегия вам подходит, ростовая или дивидендная. Возможно, вам будет комфортнее заходить в компанию с небольшой позицией, с возможностью усреднения, дабы не потерять точку входа. Но мы посчитали справедливую стоимость компании, теперь нам остается ждать, пока компания не скорректируется. Ведь рынок сейчас очень волатилен, компания в настоящее время снижается, и это снижение может быть продолжено. Мы знаем, какую доходность мы получим, купив акцию Visa прямо сейчас, и нам остается дождаться снижения и купить акцию по привлекательной стоимости. Я определяю справедливую стоимость компании, основываясь на денежном потоке и стоимости компании как бизнеса, который генерирует прибыль. И таким методом можно предположить потенциальную доходность, справедливую стоимость компании, а не какими-нибудь скользящими средними, основываясь на том, что компания подсекает скользящую среднюю и ее нужно брать. Нет, я не сторонник данного подхода и не верю в подобные вымыслы. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, напишите комментарии, держите ли вы компанию Visa в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. Всем удачи в инвестициях, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем удачи в инвестициях. Пока.